Пробка, она маленькая. И поэтому в жопу легко залезть. Кровь на фартуке и выше, в Африке и в Сирии. Тут вошел, а там не вышел, хуй вам перемирие. Охуенный аппетит, даже не кумарь его. У него котел кипит, кровавое в нем варево. Везде он словно ковид, по кличке Повар Божий. Сготовит и расчленит, зовут его Пригожин. Повар, Пригожин, повар, Пригожин. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо, Женя. В 2003 году свой день рождения президент Путин по обыкновению праздновал в родном городе, в Петербурге. На этот раз на борту плавучего ресторана New Island. В гости к президенту зашли глава Эрмитажа Петровский, певец Боярский, конечно же, в шляпе, и учительница Путина по немецкому языку Вера Гуревич. На закуску подавали буженину, фуагра, маринованный чеснок. Угощал президента и его друзей новоиспеченный повар Путина Евгений Пригожин. Именно его компания «Конкорд» к этому времени постепенно становится важным подрядчиком Кремля по организации торжеств. Именно ему, Пригожину, принадлежал и плавучий ресторан New Island. Жень, вина. Путин пил белое вино, но его бокал остался недопитым. Неужели не доверял Пригожину до конца и боялся, что тот его отравит? Ну, спустя 20 лет повар действительно пошел против своего императора. 7 часов 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Я делаю расследование о Пригожине уже много лет. А однажды, когда работал в Фонтанке, я даже немного пообщался с Пригожиным по телефону. Ну, если вкратце, он послал меня в своем пригожинском стиле. Когда Фонтанка перестанет обо мне гадости писать, тогда и звоните за комментарием. И всегда, когда меня спрашивали про него, я отвечал. Для понимания Пригожина нужно не только копаться в госзакупках и бизнес-реестрах. Чтобы разобраться, почему он пошел на вооруженный мятеж, нужно покопаться в особенностях психики и личности этого человека. Точнее, у него не одна, а несколько личностей. И из них складывается его криминальный и психологический портрет. Итак, знакомьтесь. Уголовник, увлеченный криминальной романтикой. Делец, который кидает партнеров. Тиран, избивающий подчиненных. Нарцисс, который троллит весь мир, двигает президентами, словно солдатиками, и мнит себя Наполеоном. Ну, а этого вы уже знаете. Это Пригожин-мятежник. Не гнушается вообще аллергия, злобы. Мясо плавает в борще, как в судах, блин, соболь. Не подымешь этот пласт, головой хоть тресни. Я взял бы денег, но не даст он за эти песни. Везде он словно ковид, по кличке Повар Божий. Сготовит и расчленит, зовут его Пригожин. Повар, Пригожин, повар. Обычно про судимость Пригожина говорят через запятую. Мол, есть такая строчка в биографии. Но вдумайтесь, он сел в тюрьму в 19 лет и вышел где-то ближе к 30. То есть в лучшие годы жизни, годы молодости. Этот человек провел в заключении. Когда его товарищи юности веселились, он сидел. Когда они влюблялись и женились, он опять сидел. Как он вообще оказался в тюрьме и почему такой большой срок? Начало жизни стандартное по советским меркам. Родился в Ленинграде в интеллигентной семье. Профессионально занимался лыжным спортом и попал в спортивный интернат, где готовили мастеров спорта и, если получится, олимпийских чемпионов. Но олимпийским чемпионом Пригожин не стал. В 79-м, 18 лет, первый условный срок за кражу. Это его не пугает и не останавливает. Вскоре после суда он вновь идет на дело. Ему предложили несколько пар джинсов, 20 пластинок и журналы. Сделка была выгодной. Весной 80-го Пригожин вместе с подельниками орудует на севере Ленинграда. Грабит зажиточные квартиры. Лидер, вожак – сам Пригожин. Вслепую на дело не шли. Брали только те квартиры, где Пригожин бывал в гостях у девушек. Об этом мне рассказал его подельник.
Он до сих пор боится Пригожина и попросил изменить голос. Усман и Макека была старше его. Он говорил, то и делали. В принципе, был лидер. И один из эпизодов попытки квартирной кражи, одна из его бывших там пассий. У него монтировка была. Открыл квартиру, а там самая сигнализация на второй двери. Всем сказал, давайте все, уходим быстро. Члены банды звали Пригожина вычурным именем Жако. Почему, точно неизвестно. Тут можно обратить внимание на совпадение прозвища Пригожина с именем героя детской передачи ленинградского телевидения тех лет – обезьянки Жако или Жаконя. Жаконя, молодец. Стану мастером известным, я построю самокат. Удивятся все ребята, если спросят, я скажу: Жаконя, может все. По тем временам Жако с товарищами выносили из квартир ценные вещи, но по нынешним просто сущую дрянь. Например, добычей Пригожина стала оплетка от автомобильного руля и даже набор авторучек. Ну кому это сейчас нужно? А тогда казалось солидным. Однажды Пригожин с подельниками загуляли в плавучем ресторане «Океан». Когда шли обратно, напали на женщину. Пригожин душил ее сзади, пока она не потеряла сознание. Добыча тоже очень ценная. Сапоги и серьги. Что с пострадавшей случилось? Не знаю. Мы шли с последнего сеанса, гуляли. Вдруг слышим, кто-то стонет. Подаркой видим, она лежит. Жако перспектива сесть надолго в тюрьму явно не пугала. Он любил хвастаться, что когда попал во время следствия по первому делу в камеру к рецидивистам, то загнобил их физически и морально. Тюремная романтика на тот момент у него гуляла по полной программе. Он даже после второй, когда нас осудили, он там хвастался, какие он себе татуировки сделал там во всю спину. В комнате, когда ожидали конвой приедет, чтобы нас увезти обратно в изолятор, там уже на этапы отправлять. Ну вот он показывал там. Товарищи судьи, переходя к мере наказания, я прошу обратить внимание суда на то, что подсудимый исключительно опасен. Характеризуется отрицательно. Длительное время занимался преступной деятельностью, совершив несколько краж личного имущества граждан. Пригожин, севший в тюрьму на пике застоя, вышел в самом конце перестройки. На дворе совсем другая эпоха, кооперативы, свободная торговля и первые советские мафиози. На продаже оплетки от руля теперь особенно не заработаешь. И Пригожин подвязается на стихийном авторынке на северо-востоке Ленинграда. Одним из его клиентов был военный переводчик Андрей Баконин, который только что вернулся из Ливии. Тот самый, который потом под псевдонимом Константинов напишет книгу «Бандитский Петербург». Он купил у Пригожина «Жигули» 6-й модели. Купил я вдребезги совершенно убитую машину, в которой там были щели замазаны чем-то. Мы с ним очень быстро договорились, что половину денег он мне возвращает, и я оставался на пороге. А он пошел так по квартире распашонкой, там в конце стоял такой секретарь. Он его открывает, а секретарь доверху набит деньгами. 91 год. Я столько денег первый раз увидел. Знакомый Пригожина из 90-х характеризует его как пролазного парня. Деньги на первый серьезный бизнес Пригожин взял у героя того самого бандитского Петербурга, хозяина петербургских казино 90-х Михаила Миривашвили. В той теме, которую мы сейчас начинаем, Сережа, криминалу нет. Ну, почти нет. В середине 90-х на деньги Миривашвили Пригожин открывает на Васильевском острове ресторан «Старая таможня». Сначала гостей решили завлекать стриптизом, но заведение пустовало, признавался потом сам Пригожин. Извините, пожалуйста, нам нужно поговорить спокойно. Можно, чтобы девочки там не танцевали, хорошо? После этого солидная публика потянулась в ресторан. Например, тогдашний мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой. Или зам Собчака по фамилии Путин. Бессменный управляющий старой таможни, британец Энтони Гир, вспоминал. Да, впервые встретил Владимира Путина, когда он пришел сюда вместе с господином Собчаком. Думаю, в то время он еще был частью команды Собчака. Пригожин потом вспоминал, что уже будучи президентом, Путин ностальгически захаживал в старую таможню. Для высоких гостей здесь оборудовали президентский зал. А кто это взирает на гостей с картины? Справа Гир, управляющий рестораном, а слева... Вы не поверите, но похоже, это сам Пригожин. В начале 2000-х
у Путина появился другой фаворит в ресторанной империи Пригожина – плавучий ресторан New Island. Он полюбил приводить сюда иностранных лидеров. Пригожин угощал здесь японского премьера Мори, французского президента Ширака, главу США Буша. А в 2003 году Путин отпраздновал на Нью-Айленд и свой день рождения. В рестораны к Пригожину ходили не только друзья Путина, но и друзья самого Пригожина. Например, он приводил сюда своих одноклассников по спортинтернату. А что это там за козочки отдыхают у окна? Разберемся, Виктор Павлович. Говорят, что Пригожин стал главным поваром Кремля благодаря тогдашнему управделами президента Кожину. Но фигура Кожина в этой истории вообще скорее техническая. Путин лично знал, кто его кормит. И не просто кормит. Пригожин иногда был его официантом и клал ему салфетку на колени. Спасибо, Жень. Как дела? Спасибо, Владимир Владимирович. Стараюсь. Это был реальный диалог между Путиным и Пригожиным на одном из саммитов в 2011 году. Пригожин тогда тщательно конспектировал все разговоры с президентом. Даже когда Путин шутил над его лысиной. ВВ уверенно идет на заседание. Увидев меня, останавливается, решительно поднимает руку и указательным пальцем указывает мне на голову. Отличная прическа. Потом протягивает руку, улыбается. «Спасибо, Владимир Владимирович», отвечаю я. Ну, ради того, чтобы класть салфетку на колени президенту, можно и шутки о лысине потерпеть. В общем, получив подряды Кремля, Пригожин уже не нуждался в старых покровителях. В дележе ресторанной империи с Мерилашвили и его партнерами он забрал почти все заведения себе. Ну а кому бы они пожаловались на повара Путина? Самому Путину? Видно, Борис Маркович решил скрысятничать и все проценты оставить себе. С самого начала предполагался как кидок. Каждый из нас, работавших на вас, знает, за любую провинность, за любую не вовремя высказанное возражение можно пойти к учителю. Это палач, который пиздит тебя в подвале и вам отправляет фото, а вы решаете, добавить или достаточно. Уволиться от вас нельзя, это крепостное право, где только вы вашим решением решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях. Страх и только страх. Это эмоциональное видео бывший глава аналитической службы Пригожина Тарасов записал в день мятежа. И почти у каждого, кто работал непосредственно под началом повара Путина, есть своя история про насилие со стороны шефа. Так уважительно его называют даже те, кто давно не работает под его началом. Если ты мне, Церетели, такой же камин сделал, как в ванной, я тебя в ванне не утопил, я тебя в камине точно сожгу. Вот несколько историй о том, что Пригожин – настоящий тиран. Однажды он ударил ногой в голову своего водителя. Ему показалось, что тот слишком медленно едет. В другой раз он приказал избить рабочих, которые посмели жаловаться, что им не доплатили за работу на стройке загородного дома Пригожина. Ну вот и все. Карачун тебе, Церетели. Унизить для Пригожина – это норма. Вот так, например, он ответил пиарщику старой таможни, когда тот прислал ему обыкновенно рекламные материалы. Билборды – полное говно. Из остального только пресс-завтрак. Остальное тоже говно. В общем, совершенно тупой ублюдок. Да, собственно, что тут рассказывать про жестокость Пригожина? На обыске в его загородном доме была найдена фотография с отрезанными головами африканцев. В рамке! Сейчас будет этот снимок. Слабонервных прошу отвернуться. YouTube требует, чтобы такие ужасные снимки обязательно были заблюренными. Люди с крепкими нервами могут увидеть фото на сайте проекта. Ну, что вообще можно ожидать от человека, который на досуге любуется отрезанными головами? Что вообще можно ждать от человека, который одним из своих зловещих символов сделал орудие убийства – кувалду? Или от человека, который записывает видео на фоне трупов? Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. И ведь не то, чтобы садистские наклонности Пригожина были ранее тайной. Это человек, который в 80-е душил женщину ради сапог и сережек. И этот же человек в начале нулевых избил случайно зашедшего на Нью-Айленд пьяного парня. Тот упал в воду и утонул. Уголовное дело, конечно же, ни к чему не привело. Ну, короче, мы их всех убили. А скажи мне, Сережа, разве я
велел вам их убивать? Но Путина и Кремль такие мелочи, как избиение и убийство, явно не беспокоили. Главное, чтобы Пригожин вкусно кормил. А когда он проявил себя как повар, Путин поручил ему более ответственные дела. Фабрику троллей и ЧВК «Вагнер». Вы добрались до середины видео. И если вы до сих пор не подписаны на канал проекта, то подпишитесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и тогда, возможно, этот ролик увидит сам Евгений Викторович Пригожин. Да, и чуть не забыл, подписывайтесь на телеграм-канал агентства. Ой, рукой, ты ночью дрочишь хуй. Пиши ответ в 4-ю графу, чтобы понять, ты робот или нет. Какой рукой ты дрочишь ночью хуй? Это отрывок из фильма «16-й». Его сняли на деньги Пригожина. Собственно, авторы позиционировали фильм как исповедь Пригожина. И вот этот суровый лысый мужчина в американской тюремной робе – это альтер-эго самого Пригожина. Фильм посвящен тому, как фабрика троллей пыталась повлиять на выборы в США в 2016 году. Агенты ФБР всячески пытают Пригожина, пытаются его убить, но ни бейсбольная бита, ни инъекции его не берут. Он бессмертный. Вскоре они начали создавать фейковых персонажей. Задача была амбициозная. Добиться максимальной популярности в американском интернете. Влиять на их общественное мнение. Многолетние соратники Пригожина в один голос говорят: создавая фабрику троллей и ЧВК «Вагнер», он не только выполнял специальное поручение Кремля, он еще и удовлетворял собственные амбиции. Амбиции режиссера, писателя, медиамагната, военачальника. Например, фабрику троллей он запустил после разговора с Володиным, главным куратором внутренней политики в Кремле в середине десятых. Володин как-то раз пожаловался ему, что блогеры его обманывают и накручивают цифры. И Пригожин якобы ответил: я сделаю свою сетку блогеров и буду контролировать 90% интернет. В этом офисном здании в Санкт-Петербурге целая армия троллей была тайно заснята одним из бывших сотрудников. По 12 часов в день они восхваляют Кремль и ругают его врагов. Нельзя не отдать должное талантам Пригожина. Его фабрика троллей стала знаменитой по всему миру. В 2016 году тролли вряд ли оказали решающее воздействие на выбор американцев, но зато стали героями новостей. И впоследствии даже попали в список самых влиятельных персон года по версии Bloomberg, вместе с Илоном Маском и Виталиком Бутериным. В кабинете Пригожина был шкаф с оловянными солдатиками. Неизвестно, играл ли у них когда-то, но благодаря ЧВК «Вагнер» он смог удовлетворить свои амбиции полководца. Украина, Сирия, Африка и опять Украина. Число конфликтов, в которых принимали участие вагнеровцы, росло, и подчиненные все чаще видели шефа за огромными картами. Теперь он двигал уже настоящими, а не оловянными солдатиками. У нас осталась вот полоска, да, от Артемовска. Юбилейная, да. Отрезанная юбилейная улица, вот эта вот часть просто домов. Да. Пригожин, военачальник, шел бок о бок с Пригожиным режиссером. Он спродюсировал несколько ужасных художественных фильмов, в основном о ЧВК «Вагнер». Ну, ужасных это натурально означает. Ужасных, отвратительных, лишенных таланта. Как рассказывают источники, он часто придумывал концепцию сценария, отсматривал сырые материалы и делал какие-то замечания. Ну, в своем стиле, конечно. Так, например, однажды он сказал сценаристу, что тот гондон, и потребовал вернуть деньги. Ну, не то чтобы сценарии его фильмов от этого становились лучше. К сожалению, судебная система США не смогла доказать вашу вину. Но правительство не может допустить, чтобы правда вышла наружу вместе с вами. В этой ситуации есть два выхода. Первый. Смертельная инъекция. С этим мы вам поможем. И второй. Вы сделаете все сами. Я и с этим сам справлюсь. В Африке Пригожин впервые по-настоящему объединил работу двух своих активов – ЧВК и фабрики троллей. Его политтехнологи и тролли помогали президентам на выборах, а его солдаты помогали им устранять противников. Хозяину империи не пристало быть просто Евгением Викторовичем. Теперь его называли шефом, директором или Сергеем Петровичем, или просто Петровичем. Петрович – это кодовое имя среди подчиненных. Один из источников говорит,
что так его стали называть внутри структур Конкорда еще в 2014 году, когда ЧВК воевала в Украине. Пригожин не только нравится, когда его называют другим именем. Ему натурально нравится быть другим человеком. Вы, конечно, видели эти фотографии Пригожина в гриме. В последние недели они летают по интернету в виде мемов и шуток. Ну, это правда похоже на неудачные пробы на главную роль в фильме «Диктатор». Тех, кто пытается двигать президентами как солдатиками, часто хотят убить. И Пригожин прибегал к гриму не только от любви к актерству. Например, в Ливии вагнеровцы воевали на стороне мятежного генерала. И, как рассказывает наш источник, за Пригожиным чуть ли не охотились проправительственные силы. Маскировка якобы помогала ему скрыться. Но иногда перевоплощение не имеет никакого объяснения, кроме одного – нарциссизма и актерских амбиций Пригожина. Однажды он запостил у себя в канале шуточный диалог с главой украинской разведки Будановым. Кирилл, привет! Привет, это кто? Это Пригожин, Женя. А, здорово. А я Кирилл Буданов. Чё, как у тебя дела? Нормально. А чё Крым-то не берете? О, бля, мы и не думали. Ясно. А чё, как у тебя дела? Да в Бахмуте ебашимся. Да и в Кремле Пригожин, похоже, был не только поваром, но и шутом. И потом охотно фиксировал для истории свои придворные бенефисы. В 2009 году тогдашний президент Медведев приехал на российскую базу в таджикский город Нурек. Кормить его вместе с главой Таджикистана Рахмоном должен был Пригожин. Медведев удивляется. «Женя, привет! И ты здесь? Не ожидал увидеть. Готовимся вас встречать с традиционной таджикской кухней. На дороге были только я, он и Рахмон». «Докладывай», — сказал Медведев. «В каком смысле?» «Ну, я же верховный главнокомандующий». «Да», — чуть растерялся я и, вытянувшись, доложил. «Товарищ верховный главнокомандующий, докладываю. Компания «Конкорд» прибыла в город Нурек для повышения культурного уровня военнослужащих, находящихся на российской военной базе». Как у настоящего актера, у Пригожина есть дублеры, а точнее двойники. У него дома силовики нашли паспорта на имена других, вполне реальных людей, но с фотографией Пригожина. Еще один полноценный двойник. Человек, который сменил ФИО и официально стал Евгением Викторовичем Пригожиным. Вот смотрите, даже внешне похож. Фальшивый Пригожин летал в Европу и троллил медиа, чтобы те поверили, что несмотря на санкции, повар Путина посещает страны Евросоюза. Медиамагнат, режиссер, военачальник, актер. Вроде все перечислил. А нет, еще писатель. Начиналось все с детской книги, которую он написал вместе с собственными детьми. Она про неких индрагузиков, которые из-за злого колдовства стали маленькими. Но в итоге с помощью волшебства вырастают. Пригожин вырос до серьезного человека не благодаря волшебству, а с помощью Владимира Путина. И стал требовать от официантов, чтобы они записывали все разговоры, которые лидеры ведут за его столом. Страсть Пригожина к записям чужих разговоров известна из утечки его почты. А ведь еще он конспектировал свои разговоры с Путиным. Очень возможно, что хотел издать книгу. И если бы он издал ее, то там был бы такой прекрасный диалог Путина и Пригожина. Этот разговор случился в конце 2010 года, перед очередным официальным обедом. Вадим Владимирович, спасибо большое за распоряжение по Елисеевскому. Да не за что. Но она не сильно любит тебя. Не знаю почему. Но ты же ее наебал. Извините за мат, но это цитата из записи Пригожина. А глагол «наебать» Путин, скорее всего, использует по отношению к тогдашней главе Петербурга Валентине Матвиенко и нынешнему спикеру Совета Федерации. Пригожин тогда как раз выиграл на торгах право управлять Елисейским магазином в центре города. Владимир Владимирович, я не объебал. Я переиграл ее в тактике. Выставил 3 фирмы. Одна моя, одна, где уши растут, и третья совсем левая. Вот я и говорю, что объебал. Настоящий пацанский разговор между императором и поваром. Ничего не скажешь. Хотя сам Путин официально всегда открещивался от своего повара. Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Пригожин в своих записях уважительно называет Путина нет, даже не начальник, как Маргарита Симонян, а просто он. Ну, спустя 10 лет начнет против него мятеж. Тогда еще не знали, каким невероятным последствиям это приведет. Боеприпасы вам не дают, потому что вы можете там пушки чуть ли не на Москву развернуть, пойти там Кремль штурмовать и так далее. Ну, такие опасения, они насколько беспочвенны? Пойдем ли мы на Москву?
Ну, вот они говорят, у Пригожина такие политические амбиции. Вот сейчас он возьмет свою, значит, эту частную армию, развернет и захватит власть в России. Да, Семен, смотри, по поводу похода на Москву. Мысль интересная, но не думали. Ответы многолетних соратников Пригожина, почему он пошел на мятеж, можно разделить на две части. Сначала эмоциональная, суть которой сводится к тому, что Пригожин улетел в свою реальность. И вообще, цитирую, «это человек с вырезанным желудком и кишками». У него действительно был рак, от которого он долго лечился. Процесс образования опухоли вроде остановлен, но болезнь могла быть причиной его расшатанного поведения в последнее время. Так говорят наши источники. А в загородном особняке у него был суперсовременный медицинский кабинет с аппаратом для ИВЛ. Пригожин явно оборудовал его, боясь коронавируса. Здоровье и психика Пригожина – это эмоциональная составляющая мятежа. Но его соратники также указывают на его конфликт с Минобороны, который тянется очень давно. Еще в 2017 году они не поделили лавры освободителей сирийской Пальмиры. После этого конфликты периодически повторялись. Говорили, что в 2021 году Пригожин даже ударил кого-то из генералов, которого Шойгу отправил к нему на переговоры. Ну а потом наступила сага под названием «Шойгу, где боеприпасы?». У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Поводом к мятежу стало заявление Минобороны от 10 июня о том, что бойцы Вагнера должны подписать контракты с российской армией. И Путин это требование поддержал. Если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать и сделать как можно быстрее. План мятежа готовили заранее. Он не был спонтанным. Это говорят и наши источники, и американская разведка. Мятеж – это, конечно, вершина жизни и карьеры Пригожина. Рецидивист, который душил женщину ради сапог и сережек. Зэк, отсидевший 10 лет. Повар, который клал салфетки на колени президенту. Тролль, который снимал о себе фильмы. И вот теперь он сидит и строит замминистра обороны Евкурова и первого замглавы военной разведки Алексеева. Строит их так, будто это его сотрудники в ресторане. А теперь Пригожин точно так же строит путинских генералов. Так, будто он, Пригожин, и есть сам Путин. Сам Путин много раз и с разными эмоциями комментировал мятеж, но так и не снизошел, чтобы назвать фамилию своего взбунтовавшегося повара. Обошелся названием его компании. Собственник компании «Конкорд» через военторг при всем том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Почему он не дошел до Москвы? Почему развернулся на полдороги? И что с ним будет дальше? Это отдельная история, которая еще не завершилась. Но характерно, как он сам объясняет мятеж своим подчиненным. Ну вот буквально одним словом. Кровь на фартуке и выше, в Африке и в Сирии. Тут вошел, а там не вышел, хуй вам перемирие. Охуенный аппетит, даже не кумарь его. Проект. Узнаете впервые.